Друзья, всем привет! Вы на канале В Хоккее. В данном видео хотелось бы поговорить об одном из самых величайших тренеров в истории хоккея – Викторе Васильевиче Тихонове. Достижения Тихонова как тренера можно перечислять долго, и все они пришли не случайно, а через кропотливую работу и колоссальный труд. Тренерская карьера Тихонова началась в далеких 60-х, когда он стал помощником великого Аркадия Ивановича Чернышова в московском «Динамо». Самостоятельно же работать Тихонов начал именно как главный тренер уже в рижском «Динамо» с 1968 года. Мало кто говорит о работе Тихонова в Риге, а ведь именно там он состоялся как тренер. Многих удивил тогда переезд Тихонова из столицы СССР в Латвию. При этом из московского «Динамо» его никто не гнал, но он хотел работать именно главным тренером. Тогда это называлось старшим. На момент прихода Виктора Васильевича команда «Динамо Рига» занимала 15-е место во второй лиге. Был сложный микроклимат в команде. Тихонов внимательно начал заниматься селекцией. На готовых игроках со стороны команду не строил. Да и кто выберет Ригу, если есть возможность играть в высшем дивизионе? Привлекал к работе молодых и перспективных ребят и доводил их до ума. Лет 5 у Тихонова в Риге была самая молодая команда в Союзе. Тихонов давал большие нагрузки, и результаты не заставили себя долго ждать. Но только ли дело в нагрузках? Нагрузить может каждый. Важно правильную нагрузку определить. У Тихонова в свое время были прекрасные учителя, поэтому все занятия он выдумал не спонтанно. Каждый сезон в Риге приносил все более высокие результаты. За 5 лет рижанам удалось выйти в высшую лигу. Отношение к Тихонову менялось, дворец в Риге стал заполняться. А в высшей лиге в первый же сезон «Динамо Рига» сумела выиграть 2 раза из 4 у великого ЦСКА. 2 раза у «Динамо» и трижды у «Спартака», в итоге заняв 6-е место при одинаковом количестве очков с «Торпедо Горький». Это был высокий результат, ведь впервые новичок высшей лиги выглядел не хуже минимум половины участников. Очень показателен тот факт, что рижане в высшей лиге несколько лет подряд имели лучшие результаты по игре в большинстве и меньшинстве, так как Виктор Васильевич специально наигрывал по 2 спецбригады для игры в неравных составах. Поддержка была приличная, но заслуг Тихонова она не умаляет. Для побед нужен труд. А что еще может его заменить, говорил Тихонов. Но говорить мало, трудился он так, как никто другой, конечно же, как и его хоккеисты. Именно в Риге Тихонов вел практику игры в 4 звена. Это было ноу-хау, поистине гениально. В этом разобрались не сразу, но позднее весь мир перешел на 4 тройки. Он был настоящий новатор. Конечно, все это в сочетании с колоссальными нагрузками, ну а куда без них. Параллельно с рижским «Динамо» Тихонов уже трудился вместе с Борисом Майоровым со второй сборной СССР. А в 1976 году было решено отправить на первый Кубок Канады так называемую экспериментальную сборную под руководством именно Виктора Тихонова. Решение многим показалось неоднозначным, ведь на тот турнир собирались все лучшие хоккеисты, включая хваленных профессионалов из НХЛ. Сборная СССР поехала в Северную Америку без ряда ключевых хоккеистов. Сверхзадач перед командой не ставили, но Тихонов готовил игроков серьезно, как и всегда, ведь он был максималист. Выступили в итоге неоднозначно, хотя, учитывая состав, заняв 3-е место из 6 команд, добились не самого плохого результата. Лишь канадцы и чехословаки опередили нашу сборную. В сезоне 7,6-7,7 Тихонов с рижским «Динамо» добился рекордных на тот момент высот. По итогам сезона рижане забрались на высокое 4-е место. Работу Тихонова оценили по заслугам. Это был апогей работы в Риге. Сборная СССР провалилась на чемпионатах мира 1976 и 1977 годов, заняв 2-е и 3-е место соответственно. Начался застой в советском хоккее. Нужно было что-то менять. Высшее руководство Советского Союза, а в частности Юрий Андропов, разговаривал с Тихоновым и предложил занять пост главного тренера сборной СССР и команды ЦСКА. Андропов и до этого хотел, чтобы Тихонов возглавил московское «Динамо». Но Брежнев сказал только ЦСКА. Леонид Ильич был болельщиком именно ЦСКА. И в первый же год сборная СССР вернула статус чемпиона мира в 1978 году. И до 1985 года его никому не отдавала. Все наработки из Риги он перенес и в ЦСКА. Хоккеисты стали в разы больше тренироваться. Утренняя раскатка превратилась в тренировку. Сборы были бесконечные. 300 дней в году для игроков ЦСКА и сборной. А как же должно быть? 6 месяцев работать, а 6 отдыхать? Друзья, так ничего не добиться. Обычные люди также трудились 11 месяцев в году, многие с не меньшими нагрузками. У большинства 1 месяц отпуска. А от чего тебе отдыхать? От хоккея? От хоккея нельзя отдыхать. Ты играешь в лучшей команде. У тебя одна задача – быть лучшим в мире.
«Ты должен совершенствоваться», – говорил Тихонов. Тихонову удалось выйти на новый уровень, хотя это было непросто, потому что привыкли играть за счет мастерства и индивидуальных качеств. А тут абсолютно другая командная игра. Тихонов был государственный человек. Перед ним поставили задачу сделать сборную СССР вновь лучшей. Именно при нем появилась «Красная машина», когда СССР не проигрывал ничего. Причем такое прозвище дали не у нас, а за рубежом, что тоже говорит о многом. Гигантское трудолюбие Тихонова и полная преданность хоккею приносили результат. Это до раннего утра просмотр матчей. Именно он внес видеоповторы, когда разбиралась игра. И это при том ужасном оборудовании, когда видеоповторов было сложно сделать. Бесконечные блокноты, вся комната была в них. Разбор каждой тренировки и анализ каждых занятий. Хоккеисты работали так, как никто никогда не работал в спорте. Тихонов также не сидел сложа руки. Когда мы говорим о постоянных сборах, что это были нечеловеческие условия для игроков и так далее, хотелось бы отметить, что Тихонов также проводил время на этих сборах, и у него также была семья, жена, ребенок. Не было такого, что игроки мучились, их не отпускали домой, а Тихонов делал, что хотел. У нас многие ругают Тихонова за эти самые методы работы, но если сравнивать его, например, с футбольным тренером сэром Алексом Фергюсоном, можно найти много сходств не только в том, что оба выиграли гигантское количество турниров. Фергюсон, скажем мягко, не гладил по головке своих игроков, но вы никогда не услышите и плохого слова о нем не то что в Манчестере, но и во всей Англии, а в Шотландии тем более. Почему же у нас так принято критиковать своих великих победителей? Даже неимоверное количество титулов и побед не дало Тихонову отличного отношения от всех любителей хоккея. А что же нам нужно, чтобы дало? Разве поражения бы дали больше уважения? Что нам нужно, неизвестно. Выглядит все это странно, дико. В 80-м году СССР проиграл Олимпиаду. Тихонова критиковали и до сих пор критикуют нещадно за то поражение. Но его оставили в должности и оказались правы. Виктор Васильевич сделал выводы после того фиаско. Не расклеился, а продолжил верить своим принципам. Он потихоньку начал собирать новую сборную, новые сочетания в ЦСКА. Так появилось знаменитое звено Крутов-Ларионов-Макаров при поддержке Фетисова и Касатонова в защите. А в 1981 году состоялся второй Кубок Канады, который сборная СССР уверенно завоевала, обыграв в финале на Монреальском форуме сборную Канады со счетом 8-1. В составе той сборной Канады были все лучшие игроки, включая Вейна Грецки. Возглавлял ту сборную легендарный Скотти Боуман. Это было унизительное для них поражение. В 1984 году мы выиграли Олимпиаду и вернули себе статус олимпийских чемпионов. Впоследствии, после проигранной Олимпиады 80, наша сборная не проиграла ни одного турнира вплоть до 1984 года, где серия оборвалась на Кубке Канады, на котором сборная Тихонова в полуфинале проиграла все тем же канадцам в овертайме, в абсолютно равном матче, при этом обыграв Канаду в группе уверенно 6-3. А на следующем Кубке Канады 87 произошел финал между двумя хоккейными сверхдержавами из 3 матчей, которые все закончились со счетом 6-5. Этот финал многие специалисты называют лучшим хоккеем за всю историю. СССР проиграл, но не без предвзятого судейства, как часто тогда случалось на родине хоккея в играх против СССР. Победный гол Марио Лемье забил явно с нарушением правил, где Хайверчак свалил Вячеслава Быкова, который как раз и помешал бы Марио Лемье. А какой состав тогда был у Канады? Бург, Кофей, Лемье, Грецкий, Месье, возможно, вообще лучшие 5 игроков за всю историю Канады. Олимпиаду 88 также СССР выиграл. Мало кто об этом говорит, но это нужно отдельно отметить, что Тихонов обыграл лучших профессионалов на Кубке Вызова 79 и Рандеву 87. А это были очень серьезные соревнования. Об этом часто забывают, но этого делать нельзя. Тема того, какими составами Тихонов выигрывал те или иные соревнования, давно заезжена и порядком надоела. Во-первых, ну разве это проблемы Тихонова, какими кто составами играет? Что он мог с этим сделать? И теперь ему из-за этого не выигрывать турниры? Тогда тем более скажут, что не мог обыграть даже не лучших игроков. Во-вторых, даже в таких условиях нужно уметь выигрывать с таким постоянством. Это сможет далеко не каждый. В-третьих, посмотрите на его матчи против лучших канадских игроков, величайших за всю историю. Но ведь он со своей командой им не уступал и довольно часто выигрывал. И не надо говорить, что это такие великие игроки у нас. Игроки великие, но им тоже нужна организация. Начиная с 1989 года происходило много разных моментов, которые не совсем связаны с хоккеем. Здесь и побег Могильного, письмо Ларионова в Ваганьке, поддержка его Фетисовым и многое другое.
Но даже при всем этом Тихонов зацепил победу на Олимпиаде 92. В составе нашей команды тогда уже была одна молодежь, после того, как заслуженные мастера уехали в НХЛ. Удивляет несколько моментов, но не зная полной картины, трудно о них говорить. Ларионов и до письма в «Огоньке» много раз попадал в ситуации с Тихоновым. Для чего же Тихонов терпел это все и держал его в команде? Неужели он понимал, что такого центра он не найдет во всем Союзе, даже при том институте, который работал для сборной, и том количестве талантливых игроков? Как-то на суперсерии против клубов НХЛ в первой тройке вместо Ларионова играл Тюменев, и явно картины не портил. Сергей Гимаев говорил, что Быков ничем не уступал Ларионову. Хотя здесь все понятно, для чего разбивать сыгранную вторую тройку. Здесь есть вопросы. Заменить того же Фетисова уже сложнее, он капитан. Но был момент, когда пятерка была против нахождения в ней Сергея Макарова, о чем и сообщила Тихонову, который был готов уже убрать из первой тройки такого маэстро, хотя Макаров был выше всех по уровню. Виктор Васильевич, конечно, не был идеальным человеком, святых у нас нет, много было разных ситуаций и моментов, но поражение ЦСКА и сборной при нем нужно просто выискивать в календаре. По сути, проигрыши на Олимпиаде 80, чемпионатов мира 85 и 87 – это самые знаковые поражения за очень долгую карьеру. А почему они такие заметные? Да потому что как раз сам Тихонов и задрал планку очень высоко своей работой и результатами. Это именно он сделал так, что многие поражения оценивались очень остро. В ЦСКА он не собирал игроков Спартака, Динамо. Тот же Мыльников не перешел из Трактора, тройка из Горького не перешла. Хотя, говорят, Тихонов собирал всех и вся и мог только так работать. Но посмотрите работу в Риге и поймете, что это неправда. У Тихонова были прекрасные соратники по работе. Кузькин, Моисеев в ЦСКА, Юрзинов, Дмитриев, Майоров в сборной. Их нужно отметить. Тихонов не был человеком, который делал тренировки ради тренировок. Он понимал, что без них столько не выиграть. Игроки страдали, но какие были варианты? Сейчас дали свободу, а где результаты? Хоккеистам не объяснишь это в молодом возрасте, но тот же Гимаев и Быков по прошествии лет признали, что Тихонов был прав. Сборная – это не место, где собираются попотеть. Здесь собираются для результата. А кто в этом мире что-то выиграл без серьезных тренировок? Любой хороший спортсмен всегда занимается дополнительно. Преданность Тихонова также вызывает уважение. За столько лет он ни разу не сдал ни ЦСКА, ни свою страну, хотя много раз его переманивали на Запад. И были разные моменты и времена. Давайте скажем прямо. Деньги его не интересовали. Он работал для идеи, для народа своей страны. В любом случае от него требовали результата, и он его давал, в отличие от нынешних тренеров. А победителей не судят. В сравнении со связкой Чернышов-Тарасов, Тихонов играл много против лучших НХЛовцев. А это другой уровень состязаний. И в грязь лицом не падал, играя против них. Друзья, если вам понравилось данное видео, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Всего доброго и до свидания.